Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні пропоную вам давній рецепт печива, я б навіть сказала тістечка, з білковим кремом, з меренгою. Називаються вони мушлі. Готуються швидко, із найпростіших продуктів, а виходять дуже смачні, хрусткі та ніжні. Перед вами те продукты, которые понадобятся, а точное их количество, как всегда, укажу в рецепте. Найдете его под видео в описании. По продуктам все они должны быть охлажденные. Масло берите прямо из холодильника, сметана и яйца. В тесто идут одни желтки, а для начинки белки. Разделяйте их холодными, тогда желтки более плотные и не так растекаются. Вы лучше и легче разделите их на желтки и белки. Белки затянула пленкой, чтобы на них не появлялась корочка, и оставляю их при комнатной температуре, пусть согреваются. В первую очередь к желткам добавляю сметану и перемешиваю. Взбивать ничего не надо, перемешиваю просто до однородности. Взбить надо будет только начинку, белки. Если соль крупная, перемешайте с жидкими продуктами. Если мелкая, добавляйте муку. В печенье будут чувствоваться соленые легкие нотки, это очень вкусно. Здесь у меня 300 грамм муки. Я ее просеяла и столовую ложку отбираю. Мука всегда разного качества, поэтому не спешите добавлять всю ту, которая указана в рецепте. Добавляю сюда щепотку соли. Ну и теперь натираю на крупной терке охлажденное масло. Обваливаю муки, чтобы оно не так комковалось. Видите, видно, что оно уже немного согрелось. Натертое масло сразу же перемешиваю с мукой. Одела перчатки, чтобы масло не таяло от тепла рук. Да и замешивать в перчатках такое тесто намного удобнее. Не надо его замораживать. Это не рубленое тесто, а обычное песочное. Оно так лучше разойдется в муке и лучше соединится со всеми остальными продуктами. Не надо, чтобы оставались крупинки. Все это еще немного перетираю руками. Масло не нагрелось, остается прохладным. Если оно нагревается, тает, то тесто просит все больше и больше муки. В итоге получается забитое, не такое нежное и не такое песочное. Получается вот такая вот крошка. Так, делаю в середине углубления, выливаю желтки со сметаной и замешиваю тесто. Сразу лопаткой, пока все это соберется в один комок. А потом уже на столе до однородности вымешивать буду руками. Не надо лишний раз его согревать. Вот так вот перемешиваю. Немного придавливаю, чтобы мука быстрее соединялась с жидкими продуктами. Так, месить его долго не надо. Вот, видите, не прошло и минуты, тесто уже комкуется. Так, получился комочек. Зачищаю донышко. Миска чистая. Домешивать можно на столе. Стол только слегка подпыляю мукой. Вот из той, которую оставляла, чтобы тесто сразу не прилипло. И начинаю вымешивать. Оно должно быть однородным. При замесе не давите его сильно. Складывайте, слегка прижимайте. И вот таким вот образом вымешивайте до однородности. Это не дрожжевое тесто. В песочном не надо развивать клейковину, потому что от этого оно станет только хуже. Снова коврик слегка подпыляю и подкатываю тесто в жгутик. Поделить его надо на небольшие кусочки весом примерно по 25 грамм. Вот эта мука у меня так и осталась. Я в рецепте точно укажу, сколько мне понадобилось. Теперь все эти кусочки без добавления муки подкатываю в шарики. На руке или на столе, как вам удобно. Подтягиваю тесто с краешка в середину, защипываю, подкатываю в руках. Вот, снова защипываю шовчик. Тоже долго не катайте, не согревайте. Пока складываю на коврике узелочком вниз. Перекладываю их на досточку, покрыла ее сразу пленкой и немного раздавливаю. Сверху тоже накрываю пленкой и ставлю в холодильник примерно на час. Пусть оно остынет. Не надо, чтобы оно застывало до твердого, иначе при раскатке будет сильно растрескиваться. Прошел час, можно взбивать меренгу, она и будет начинкой для этого пирожного. Не знаю, почему оно называлось печенье, но это самое настоящее пирожное.
Итак, сахар берите мелкий, чтобы он хорошо растворился при взбивании. Белки, они уже комнатной температуры. Ванильный сахар. Также понадобится щепотка лимонной кислоты, кукурузный крахмал и орехи. Орехи по желанию. Кукурузного крахмала 15 грамм. Это вот так вот в столовой ложке с небольшой горкой. Но лучше, конечно, взвесить. В миску выливаю белки и взбиваю сразу около минуты на средней скорости до появления легкой и прозрачной пены. То есть разбиваю белки до однородности. Вот теперь скорость увеличиваю и продолжаю взбивать до пышности. Когда белки хорошо запенились, добавляю сахар небольшими порциями по столовой ложке. Каждую порцию сахара взбиваю по 40-50 секунд, почти до полного растворения. И обязательно берите мелкий. Я взбиваю на 4 из 5 возможных. Это не самая высокая скорость, но все зависит от мощности вашего миксера. У меня 450 Вт. Если у вас посильнее, то можете тоже взбивать на такой скорости, а если слабее, то включайте самую высокую. Белки уже пышные, воздушные, но недостаточно плотные. Видите, пики мягкие. В последнюю порцию сахара добавляю ванильный и щепотку лимонной кислоты. Немного перемешиваю, высыпаю к белкам и продолжаю взбивать до полного растворения сахара и до устойчивых пиков. Снова увеличиваю скорость до 4 из 5 возможных. Не надо на самую высокую сразу быстро добиваться плотности белков, иначе не растворится полностью сахар. Кислоту добавляю для стабильности белков, так как они некоторое время постоят, пока я буду делать пирожные. Чтобы они не оседали, не теряли свою плотность, надо добавить щепотку кислоты. Вот такие должны получиться белки. Наматываются на венчики, отходят от стенки чаши, видно, что они плотные. Уже не видны кристаллы сахара, он полностью растворился. Значит, взбивать достаточно. Посмотрите, какие пики острые, как ежики. Тяжело стряхивается с венчика. Добивайтесь вот такой плотности. Пока их отставляю, посмотрите, какая красота. Миску можно даже не переворачивать. И так понятно, что ничего не вытечет. Так, орехи, крахмал. Все это хорошо перемешиваю и высыпаю к белкам. Аккуратно перемешиваю, чтобы их не осадить. Крахмал добавляется для нежности меренги. Многие пирожные раскрываются. Меренга сверху покрывается тоненькой корочкой, а в середине остается мягкой. Получается начинка очень вкусная. И тем более крахмал позволяет меренге не втягивать в себя влагу, не становиться начинке мокрой. Орехи предварительно просушите в духовке, они так будут вкуснее. И перебейте блендером или ножом в мелкую крошку. Так, отставляю пока в сторону. Итак, беру каждый шарик, с двух сторон обваливаю муки. Пока этот кусочек маленький, раскатываю по всей площади. Немного его прокручиваю. И вот теперь от середины краешка. Тесто прилипает к коврику, поэтому не поднимается за скалкой. Раскатываю до тонкости, приподнимаю, чтобы потом не поднимать с начинкой. Видно, насколько оно тоненькое. Просвечивается рисунок коврика. Диаметр лепешки примерно 12-13 сантиметров. Складываю как вареник. Немного выдавливаю воздух, пока не прижимаю тесто. А вот теперь прохожусь по краешкам и придавливаю очень-очень хорошо. Ну, видно, насколько сильно. Теперь передавливаю посередине, вот так вот. Складываю пополам. И вот эти вот хвостики соединяю. Тесто тоненькое, начинки много. Не страшно, если оно будет не очень правильной круглой формы. Поверните его так, как вам удобно, чтобы хорошо сделать сразу вареничек. Начинку выкладываю вот так вот в длину. Закрываю, выдавливаю воздух и только теперь прижимаю. Передавливаю. Видите,
вся меренга расходится по бокам. И склеиваю. Но как бы хорошо вы вот здесь вот не защипывали, чем больше начинки, тем сильнее раскрываются вот эти вот крылышки. Меренга увеличивается в объеме, надувается, поднимает тесто. Ну, поэтому это нормально. Пирожные получаются разной формы, и это даже интересно. Кстати, у них есть такое название — крылья ангела. Но у нас они раньше назывались мушли, ракушки. Пишите в комментариях, какие названия были у вас. Вот такие вот они. И посмотрите, сколько у меня осталось белка. Ну, не скажу, что много, где-то на 3 штучки. Но яйца у меня были средние. Но если вы не будете добавлять ореховую крошку, то даже из средних яиц меренга у вас полностью разойдется. Ракушки испеклись, выпекались они 18 минут при температуре 180 градусов. Средний уровень духовки, подогрев вверх-вниз, без конвекции. Как хорошо пропекается и тесто, пузырится. Посмотрите, пузырей сколько. И на донышке. Не хочу сильно стучать, тесто очень нежное, сразу же проваливается. И вот вторая партия. Тоже посмотрите, какая красота. Немного пораскрывались из-за того, что начинки больше. Но, как я уже говорила, она не вытекает. Подпекается, вся остается в середине. Тесто пузырится, хорошо подпеклось. Вот такое вот донышко. Видите, и здесь начинка видна, но даже с донышка она не подгорает. Ну вот первые, они уже остыли. Вот такое хрупкое тесто, очень нежное, мягкое, пузырится. Видно, что расслаивается, и достаточно начинки. Своим вкусом они очень напоминают трубочки с белковым кремом на слоеном тесте. Ну, а насколько они вкусные, попробуйте сами, когда испечете. Перед подачей можно украсить сахарной пудрой совсем чуть-чуть, слегка. И я вас уверяю, они настолько вкусные, что этой порции будет мало. Если большая семья, увеличивайте все продукты, как для теста, так и для начинки, в 2, а то и в 3 раза. Готовьте с удовольствием, радуйте своих родных такими вкусными печеньями или пирожными. І приємного вам чаєпітія. А якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки. А спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви цінуєте мій труд. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.